Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание соли. Поговорим о том, что нельзя ни в коем случае делать с солью, на какие моменты стоит обратить внимание, чтобы в вашей жизни всегда было изобилие, достаток и благополучие. Друзья, прямо сейчас ставим лайк этому видео. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Вы знаете, соль используется с давних времен и по настоящее время. Конечно же, без нее нельзя даже приготовить ни одно блюдо. А еще ее используют для засолки продуктов, как мясных, так и овощных, при уборке жилья и даже при стирке одежды. Дело в том, что соль способна очищать и защищать от различного негатива, даже разрушительного. Ею просто пользоваться, и это может делать любой человек. Поэтому она так часто используется в всевозможных ритуалах и практиках. Дом всегда будет с достатком и с благополучием, если в нем никогда не иссякнет запас соли. Помнить это нужно так. Вы должны купить, например, 2 пачки соли. Одной пачкой соли вы должны пользоваться в зависимости от назначения, а вторая про запас. После того, как закончится соль из первой пачки, начинаете пользоваться солью из второй пачки, предварительно кинув в нее последнюю щепоточку из первой. Но в то же время сразу же покупайте новую пачку соли и кладите ее про запас. Так нужно делать постоянно. Этот процесс у вас никогда не должен прерываться. Соль вы должны покупать сами. Это забота хозяйки или хозяина дома. Нельзя, чтобы в дом приносили чужие люди. Даже если в данный момент у хозяев не получается купить самим соль. Так нужно делать для того, чтобы не получилось смешивание чужой энергии с энергией вашего дома. И негатив чужого человека не попал в ваш дом, принеся этим вам неприятности. Сольничку вы также должны покупать сами. Не нужно брать в пользование подаренную, потому что вы не знаете, с какой целью вам ее подарили и какие помыслы при этом имеет данный человек. Соль не стоит хранить в емкости без крышки. Желательно, чтобы она плотно закрывалась, потому что соль впитывает в себя энергии. И когда вы готовите еду, добавляя в нее соль, произносите обязательно на здоровье. Соль является мощным проводником ваших мыслей. Это действие укрепит здоровье всех членов семьи, а также отношения между ними. Соль не стоит и никому одалживать. Во-первых, тот, кто у вас ее одолжил, может использовать ее вам во вред, наслать порчу, болезни, а также отобрать у вас удачу и благополучие. А во-вторых, соль – это оберег на энергетическом уровне. Ей может не понравиться такое отношение к ней, и она перестанет помогать хозяевам из-за того, что ее отдали из дома. Это будет чревато ссорами и семейными конфликтами. Слово «нет» окажет вам услугу в данной ситуации. Если человек пришел без злого умысла, он поймет и не обидится. А если и обидится, то вы должны обязательно сделать вывод и держаться подальше от такого человека. Это поможет сохранить вам благополучие. Но если так получилось, что вы уже одолжили кому-то соль, то не давайте ее из рук в руки. Тогда поставьте емкость с солью на стол левой рукой. Пусть человек сам возьмет, а вы про себя в этот момент скажите следующие слова. Соль отдаю, называйте имя, возвращать не прошу. Благополучие со мной остается и никому не отдается. Ни в коем случае не берите соль, когда ее вам будут возвращать, ведь вы не знаете, с добром или со злом ее вам отдают. Вы можете вместе с солью принять в свой дом негатив, от которого будет сложно потом избавиться. Скажите, что вы ее подарили и вам ее возвращать не нужно, чтобы у вас не испортились отношения с тем, кто у вас попросил соль, а также сохранились добрые отношения в доме. Тот, кто берет, должен оставить и символическую плату, любую монету желтого цвета. У вас произойдут хорошие перемены в жизни, если вы, готовя чай или же какое-то блюдо, случайно вместо сахара положили соль, если вы еще это сделали и левой рукой. Это означает, что у вас будет большая денежная прибыль.
Существуют и народные приметы, связанные с солью во время застолья. Если вы считаете, что блюдо не соленое, то досолите себе его сами по вкусу. Но не разрешайте, чтобы кто-то сделал это за вас. Если вам еду посолил кто-то другой, то тогда поменяйте тарелку. Еду, лежащую на тарелке, вынесите на улицу и выбросите, чтобы избежать негативных последствий от такого действия. Помните о том, что ни в коем случае нельзя передавать сольничку за столом друг другу. Так можно расстаться со своей удачей. Вы сольничку должны брать сами. Также вас перестанут мучить кошмары во сне, а также ночные страхи, если вы, ложась спать, положите под кровать емкость с крупной солью. А если в гостях побывал нежеланный гость, то после его ухода бросьте щепотку соли на порог со словами: «То недоброе, что принес с собой, забери, мне вреда не принеси и больше никогда в дом мой не приходи». Сделайте из бумаги небольшой конвертик, насыпьте туда соль, купленную на растущую луну, и носите при себе, чтобы успех сопутствовал вам во всех делах и всех ваших начинаниях. А вот перед порогом нужно насыпать немного соли, и негатив извне не сможет проникнуть в ваш дом. В детскую кроватку или коляску нужно положить небольшой беленький мешочек соли в районе ножек. Это убережет ребенка от сглаза и порчи. А для того, чтобы ребенок стал успешным человеком, подарите ему фарфоровую сольничку. При купании ребенка бросьте в воду кристаллик морской соли, и ребенок будет расти крепким и здоровым. Также помните о том, что рассыпанная соль – это предупреждение, это следствие ссоры или конфликты. О чем же предупреждает рассыпанная соль? Соль рассыпалась на пол, скоро в дом придет человек, с которым у вас может возникнуть ссора. Будьте готовы к этому, поэтому придержите эмоции, не переживайте, не нервничайте, просто постарайтесь поговорить. Соль соберите мокрой тряпочкой, а затем прополощите под проточной водой. Тряпочку нужно будет выбросить. Если соль рассыпалась на стол, то знайте, что назревает конфликт в семье. И чтобы его немного смягчить, не берите соль голыми руками. Опять же, чтобы ее убрать, используйте мокрую тряпочку, а затем прополощите под проточной водой. Тряпочку также нужно выбросить. Если соль рассыпалась на пол и на стол в одно время, это значит, что произойдет большой скандал, который выйдет за пределы дома. А чтобы его смягчить, нужно поступить так же, как и в первых двух случаях, но предварительно на соль насыпать щепоточку черного перца. Во всех других случаях, если соль рассыпалась, прежде чем ее убрать, возьмите щепотку сахара и бросьте на нее. Если нет сахара, то откройте окно и щепотку соли бросьте через левое плечо. Так вы уберете негатив с данного действия. Убирая соль, не прикасайтесь к ней голой рукой. Соль смывайте, при этом проговаривайте такие слова: соль негатив вобрала, вода смыла, от вреда не осталось и следа. Ну а чтобы между супругами не было разногласий, нужно под подушку каждому из них положить по маленькому мешочку соли. Чтобы в доме было спокойствие и взаимное уважение, нужно под спальное место каждого члена семьи положить по несколько кристалликов соли. Уезжая в далекую дорогу, возьмите с собой небольшой мешочек с солью, он станет вашим оберегом в пути. Есть такой обычай, когда дорогих гостей встречают с хлебом и солью. Почему именно такое сочетание? Потому что хлеб – это символ достатка, благополучия, а соль здесь выполняет защитную функцию. Когда гостя встречают хлебом с солью, это означает, что отношения должны быть дружескими, доверительными, что ему рады и желают счастливой жизни. Тот, кто отведал такое угощение, не может быть врагом. Во время свадебного торжества молодых встречают хлебом с солью. Так делают для того, чтобы их жизнь была богатой и какие-то не очень добрые моменты не наполняли жизнь молодоженов. Когда вы поселяетесь в новое жилье, войти в него нужно с хлебом с солью, чтобы подружиться с домовым, а также задобрить его только на добрые дела. Если у вас в доме натянутые отношения, зреет конфликт, то чтобы этого избежать, возьмите сковороду, насыпьте жменю соли и нагрейте до коричневого цвета. Далее пересыпьте в посудину, которая не боится горячего, вынесите на улицу под большое дерево.
Выбросите соль там и скажите такие слова: «Весь негатив из дома убираю, место положительным эмоциям освобождаю. Будет в доме опять уют и тепло, не позволю, чтобы в нем поселилось зло». После этого уходите домой, не оглядываясь. Если вы ходите по улице, бываете в разных местах, все это чревато тем, что можно принести негатив в дом на одежде. Поэтому ее нужно периодически подвергать энергетической чистке. Для этого подойдет любая соль. Если вещи из вашего гардероба можно постирать, то бросьте щепотку соли в воду перед стиркой, будь то таз или стиральная машина, и скажите при этом такие слова: «Соль негатив уберет, моя одежда мне вред не принесет». Если вещи нельзя перестирать, то бросьте щепотку соли на вещь, пусть она полежит около часа, затем соберите соль, смойте ее под проточной водой, проговаривая любые слова, которые идут в этот момент от чистого сердца. Если вы принесли в дом что-либо кем-то подаренное, то обязательно проводите чистку этой вещички, разорвав обязательно ее энергетическую связь с человеком, от которой вы ее получили. Итак, посыпьте щепоткой соли и, если это возможно, протрите солевым раствором эту вещь, при этом проговаривая такие слова: «Соль в помощь призываю, чужую энергетику с этого подарка убираю. Эта вещь будет теперь у меня, не причиняя мне вреда». Помните о том, что соль – это сильный энергетический оберег, и что нужно добавлять щепотку соли в воду при мытье полов. Это действие защитит вас и ваших близких от сглаза и порчи. Ну, а для того, чтобы привлечь денег в свою жизнь, возьмите деревянную сольничку, насыпьте в нее соль и поставьте по центру стола, при этом сказав такие слова: «Соль на удачу, богатство выставляю, ними весь дом заполняю. Стол желание мое укрепляет и исполнять помогает». Если ваша работа связана с клиентами, ведь бывают такие, что настроены негативно, поставьте соль на рабочий стол, и соль впитает весь негатив. А вот перед важной встречей, если вам нужно принять важное решение, бросьте щепотку соли через левое плечо. Благодаря этому вы все сделаете верно. А если у вас был трудный день, возьмите с собой в душ емкость с солью, намочив лицо и тело, слегка потрите солью. Так вы избавитесь от негатива, а ваше настроение обязательно улучшится. Друзья, все эти навыки, эти учения, дошедшие к нам от наших предков, используйте с пользой для себя. Вы сможете многие моменты в своей жизни изменить в лучшую сторону. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья, услышимся с вами в следующем видео.